Здравствуйте, дорогие любимые мои подписчики, а также гости моего канала. Благодарю всех, кто пишет мне комментарии. Это помогает развитию моего канала. Ну, как говорится, я понимаю, что иногда очень сложно поставить пальчик вверх, да, нажать на эту кнопку. Просто легче пролистнуть. Но иногда подумайте о том, что благое действие, оно вам возвращается. И просто нажмите на лайк или дизлайк, да, ну, по вашему мнению, нравится вам это видео или нет. И вот вы уже сделали какое-то одно маленькое действие. И, возможно, оно вам принесет какую-то отдачу. Так, ну давайте посмотрим. Я сегодня решила сделать расклад вот на этой колоде классической. И здесь и перевернутые, я смотрю, и прямые. На тему 4 короля ждать. Так, 4 короля, да, или 4... Да, 4 короля, ждать ли его. Написала 4К, а теперь думаю, королева или короля. Так, ну что ж, давайте предиагностику посмотрим, найдем наших мужчин с вами. Так, тяжело смотреть. Большие карты, поэтому по одной вот так вот буду. Вот король жезлов. У короля жезлов сейчас, может быть, все с финансовыми решается не так-то быстро, как бы он хотел, а он хотел бы быстрых перемен. Но пока нет, пока нет. Может быть, даже уже были какие-то перемены, но все застопорилось, да, вот пока вот таким образом. Так, дальше поехали. Король чаш. Денег тоже мало, переживает. Очень переживает по поводу того, что денег мало, что не хватает на что-то. Может быть, не то, что даже вот в деньгах, а может быть, он остался ни с чем даже, да, и прям вот эмоции его зашкаливают, обиды, может быть, какие-то, ну, какие бывают негативные эмоции, вот его зашкаливают. Что-то в жизни у него не так было. Так, давайте посмотрим короля Пентаклей. Здесь карты говорят о том, что он долгое время где-то, может быть, задумывался над чем-то. Может, он... А вообще здесь карты показывают, что человек просто духовно рос, да, какое-то время. Он понимает, что ему обязательно, ну, может быть, он одинок был, закрывался от всех, и он понимает, что нужно еще побыть, поразмыслить одному для того, чтобы принять какое-то решение, сделать какие-то действия. Так, еще один король у нас остается. Король мечей, да? Король воздушной стихии. Посмотрим, где он у нас. Король воздушной стихии. Вот он. Так, вот у него все разваливается. Смотрите, ему нужно сейчас принять какое-то решение. Да, он, конечно, не мог сделать какой-то выбор, ему нужно было делать какой-то выбор, но он его не делал. Он сейчас понимает, что, может быть, уже потихонечку его жизнь или сама судьба направляет в тот момент, чтобы сделать, все-таки принять какое-то решение, может быть, от чего-то отказаться в своей жизни. И, может быть, нужно логически подумать, с кем-то поговорить, посоветоваться, да? Но среди этих всех ему нужно выбрать с кем. То есть вот опять у него сейчас сплошной выбор, он не знает, что ему делать. Да? Он чувствует, что этот выбор уже нужно принимать какое-то решение. Вот. Пока он должен с кем-то посоветоваться или подумать самому. Давайте дальше посмотрим. И первый король, это будет король жезлов у нас. Король огненной стихии. Я хочу у карт спросить, ждать ли его.
ждать ли этого человека. Так. Ух ты! Ну, я скажу, да, ждать. Я скажу, что ждать. Здесь мне 2 раза это показывают карты. И этот мужчина готов будет что-то строить. Он будет готов сотрудничать с людьми. Он пока чего-то еще боится, у него есть еще страхи перед тем, как что-то строить. Да? Вот, когда вы начинаете что-то делать новое, а вдруг не получится, да? А вдруг там что-то не пойдет не так. Вот и у него такое. И вот они, конечно, ему мешают. Но здесь дьявол уже в перевернутом виде говорит о том, что человек освободиться от дьявольских зависимостей, от тех, кто ограничивал его свободу или ограничений каких-то в его жизни. Может быть, обстоятельства так сложатся, да? И он будет начинать что-то строить, он будет хотеть с вами что-то строить, потому что вы смотрите этот расклад. Давайте посмотрим вот как раз, что он хочет с вами именно. Начинать что-то новое, да? Он уже принял решение, он уже, в принципе, принял решение, но пока есть ограничения для этого, которые он, в принципе, снимет, да, вот по этой карте. Он их обязательно снимет, есть такая возможность. Давайте посмотрим, будут ли от него действия. Он будет идти к своей любимой королеве чаш. Он будет где-то, может быть, за вашу любовь бороться. Я не знаю, видно вам или нет, но здесь вот прям вышла королева любви, королева, да, с 9 чаш. Очень хорошие карты. Так, или это 10 у нас? 9, да, чаш. И здесь, конечно, борьба. Где-то, может быть, придется побороться ему за то, чтобы наладить любовь свою, да, с вами. Если где-то были, ну, есть здесь небольшие такие моменты. Он хочет отправиться в новый путь. Он хочет все, что было, наконец-то, да, он принял такое решение оставить позади. Давайте посмотрим, что в итоге будет между вами. Здесь карта говорит о том, что у вас есть возможность там что-то построить или начать, по крайней мере, идти к чему-то новому, но все равно нужно быть еще насторожным, потому что здесь еще окружают вас облака, от которых, возможно, придется отмахиваться. Давайте еще одну карту возьму. Угу. Меч держать наготове. Каждое решение нужно принимать сдержанно, потому что здесь есть еще возможность того, что в победе, то есть вот в этой борьбе можете еще остаться не победителем, да, то есть будут такие вот моменты еще и ограничения. Но этот человек хочет быть с вами, он хочет с вами что-то строить. Все-таки здесь еще что-то есть. То, что вас ограничивает, к сожалению. Давайте посмотрим короля чаш, короля водной стихии. Ждать ли его? Что нам карты скажут? Ждать ли его? Здесь карты показывают, что маловероятно, да, что нужно ждать. Вот прям сидеть и ждать точно не нужно. Здесь и действий особо никаких нет. Здесь и энергии нет, чтобы что-то изменить. Здесь карты показывают, что человек еще не сильно, как говорится, вырос духовно, да, то есть поэтому у него поступки такие глупые, иногда детские, неразумного ребенка, да, вот такого плана. Не созрел он, не готов для каких-то серьезных отношений.
для любви серьезной, для обязательств каких-то перед другими людьми. Да? Давайте посмотрим, что хочет он с вами. Ну, он сейчас проходит какие-то тяжелые времена. Здесь королева мечей, да, с которой у него кармическая проработка идет сейчас. То есть он, может быть, и хотел бы что-то с вами, но он не может. Он не может, потому что у него есть какая-то королева мечей, с которой у нее вот либо какие-то судебные процессы, и прям вот такие бурные, либо какие-то вот конфликты очень бурные, да, очень тяжелая карта. Очень мысли у него тяжелые, и перемен быстрых не видно в том, что вот с этой королевой мечей у него. У него сейчас, если вы это королева мечей, то с вами он проходит эти уроки. Бурное выяснение отношений, предъявы друг другу, да, вот, ну, вот такого плана. Будут ли действия? Ну, видите, действия его ведут к окончанию чего-то. Действия ведут его к окончанию отношений с какой-то королевой Пентаклей. Это может быть одна и та же женщина. Королева Пентаклей очень, как говорится, находится не в доброй энергетике, так скажем. Она разъяренная такая, злая может быть. Он хочет поставить точку и, может быть, на браке каком-то, на отношениях с какой-то королевой Пентаклей, вот этой вот. Вот. То есть той королевой, которая не умеет контролировать свои эмоции. Я знаю, что мои зрители все умеют контролировать свои эмоции, потому что, смотря карты, они все знают правила, да. То есть если мы выходим из себя, мы идем в негативную энергетику. Вот. Здесь такой вот момент, что с какой-то женщиной ему надо выяснить отношения в начале, а потом уже, видимо, думать о вас. Но здесь, видите, здесь сколько он может эти отношения выяснять? Может быть, очень долго. Вам не стоит ждать, когда это случится. Ну, по крайней мере, карты говорят об этом. Ну, мы смотрим на ближайшее время. В будущем все может быть по-другому. И может ваш мужчина дорастет до вас, да, в духовном плане. Давайте посмотрим, ждать ли короля Пентаклей, ждать ли вам вот этого короля. Здесь, конечно, карты говорят, что нет, да, но есть возможность изменить ситуацию. Будете ли вы это делать, тут под большим вопросом. Будет ли он что-то менять, будете ли вы что-то менять, тут под вопросом, потому что здесь нет карт действий, а только действия могут изменить ситуацию. Поэтому, ну, не стоит вам находиться в какой-то негативной, в каких-то вот страхах, иллюзиях, не стоит, потому что вам нужно ясно посмотреть, просто правде в глаза, серьезно ли он к вам был настроен, да, вот так вот мне здесь. Что хочет с вами он? Давайте посмотрим. А вот видите, да, как? Ну, он уже ничего не хочет на самом деле. Здесь разбито все. Разбито все, разрушено в ваших отношениях. Здесь буря эмоций после этого разрыва. Да, может быть, между вами и были какие-то чувства, был какой-то комфорт. Также здесь может быть финансы, да, тоже связаны, по финансам может быть такой момент. Но все было разрушено.
все было разрушено и, может быть, даже в одночасье. Будут ли с его стороны какие-то действия? Ну, с его стороны могут быть какие-то действия, да, он чем-то вам захочет, возможно, помочь, но помочь он захочет только лишь в том случае, если он примет решение между тем, перед кем у него еще есть обязательства, а у него не только перед вами обязательства. Ему нужно вначале распределить между теми людьми, которые ему дороги, кому сколько чего, да, он отдает своей любви, своих денег, например, или других каких-то ценностей, а потом только он будет что-то делать. Ну, вот такой вот немножко расчетливый. Ну, в принципе, король пентаклей может быть. Давайте я итог еще хочу посмотреть. Да, здесь сложно будет с ним что-то построить, потому что есть ограничения. Есть определенные ограничения. И может быть связано это с другими лицами или с тем, что когда все разрушено, тяжело потом восстановить то, что разрушено, да, и легче отправляться в новый путь. Ну вот так. Давайте еще одного посмотрим короля мечей. Итак, ждать ли его, что нам карты расскажут, этого короля мечей. Так. Ну, тоже как бы вероятность того, что он придет, минимальна, так скажем, да. Конечно, всегда есть вероятность того, что человек начнет какие-то действия делать. Но здесь не видно, человек полностью разбит. Ему нужно прежде всего сделать выбор, а выбор он может вообще никак не сделать, потому что чувствует, что его со всех сторон отобрали все у него, да, вот даже так. Давайте посмотрим, что хочет он с вами и хочет ли вообще что-то с вами. Карта звезды. Ну, я бы сказала, что, конечно, он бы хотел, но между вами, скорее всего, отдаление. Вы для него звезда, до которой он, скорее всего, не сможет дотянуться или не понимает, как это сделать. Да? Вы для него звезда на самом деле. Но он не готов к решительным действиям. Он не может что-то изменить. Вот не может пока что-то изменить в отношениях с вами. Ну и действия ли будут у него. Видите, он проявляет пока умеренность. Если вы королева пентаклей, ну тут две королевы. Одна королева жезлов, может быть, конечно, одна. Вторая королева пентаклей. Королева жезлов очень такая ревнивая, такая в негативной энергетике. А королева пентаклей, она добрая, хорошая женщина. И здесь вот видите, как карты показывают, вот, видите как. Он стоит и переливает от одной королевы к другой свои эмоции. Он не может принять никакого решения. Он, видимо, довольствуется тем, что у него есть, хотя у самого энергии даже уже не осталось вот от всего вот этого. Одна королева на него, скорее всего, нападает, вторая проявляет какие-то положительные энергии, которые ему нравятся. Но, тем не менее, он вот между двух огней не знает, каким образом ему сохранить равновесие. Вот что скажу. И давайте итог возьмем тогда. Борьба, здесь борьба, конечно, из этой борьбы он вполне может выйти победителем, или вы выйти победителем, но тогда придется прикладывать какие-то усилия и за что-то бороться. Вот таким образом. Здесь качели. Такой расклад. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь и пишите комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.